Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Константин Ивлев, а значит, вы на Ивлев Шеф Channel. Я продолжаю готовить свои крахапулечки, как это называется, то есть рецепты для самых ленивых месяцев. Хочется натрескаться чего? Правильно, чего-нибудь такого вот легенького, и самое главное, чтобы не заморачиваться. Грибы! Как много в этом слове! Вообще, на всякий случай, чтобы вы понимали, грибы заменяют нам мясо с точки зрения своих энергетических полезных веществ. Я вам сейчас покажу, как замариновать мои любимые шампиньоны. Все продукты, которые нужны для маринации, находятся либо здесь, либо, соответственно, здесь, либо вот здесь. Мне понадобятся маленькие шампиньоны. Вот советую именно покупать маленькие шампиньоны. Классический уксус, репчатый лук, укроп, чеснок, растительное масло, лаврушка, перец, соль. Ну и, конечно же, мой друг Тефаль. Куда без него? Вот все, что нужно знать для того, чтобы приготовить маринованные шампиньоны по-ивлевски. Как всегда, ленивые, но безумно вкусные рецепты. Самое главное, надо что сделать правильно? Помыть шампиньоны и обсушить. Все. Дальше я наливаю небольшое количество растительного масла. Не жду, пока оно нагреется. Я сразу сюда начинаю добавлять мытые, обсушенные шампиньоны. Теперь очень важно. Я беру и сразу же добавляю соль. Мне надо, чтобы из шампиньона вышла влага. Поэтому я и сразу же, не нагревая сковородку, добавил масло и, конечно, добавляю сюда соль. Буквально через несколько минут грибы начнут выпускать влагу. Эта влага – одна из основ маринада. Также основа маринада будет перец, лаврушка, чеснок, репчатый лук и укроп. Берем 2 зубчика чеснока. Вообще чеснока можно добавить столько, сколько вы любите. Но, учитывая все-таки количество праздников в январе и в феврале, День Святого Валентина, 23 февраля, целоваться придется много и часто. Поэтому здесь уже будет все зависеть от вас. Репчатый лук я нарезаю вместе с чесноком произвольно. Все в один флакон. И укроп, смотрите, вместе со стволами, стеблями я вот так вот очень крупно нарезаю. Вот. Все. Здесь мы не жарим грибы, мы грибы с вами маринуем. Поэтому, если вы услышали процесс обжарки, слегка начните их переворачивать. Если вдруг влага не стала выходить, добавьте буквально полстакана воды, потому что грибы здесь не должны жариться, ребят. Всем привет, я раздаю подарки. Когда мы делали шоу «Маша и шеф», я задал вопрос. В киношном мире существует такое понятие, как шапка. Что же это такое? Большое количество было комментариев, и правильно ответила Евгения Муравьева-Потапова. Раньше был банкет по окончанию съемок. Директор картины проходил шапкой, и в нее всей съемочной группы кидали деньги, на которые потом и покупали еду, алкоголь и отмечали. Так это и стало называться шапкой. И по сей день всегда ходят шапкой, скидывают бабло, потом все это пропивают и проедают. Вы ответили правильно, и это ваш подарок, мой фильмный мерч. Евгения Муравьева-Потапова. Носите, и да будет вам всегда тепло и комфортно. Пока здесь происходит процесс закипания и всего, я сразу начинаю добавлять перец горошком, несколько лаврушек, чеснок, лук, укроп. Все в один флакон сразу же. У меня осталось небольшое количество растительного масла. Главная задача сейчас просто-напросто дождаться, когда все это сейчас закипит, забурлит. Если хочется побыстрее, можно взять, накрыть крышкой. Нам надо обязательно проварить вот в этом всем бульоне где-то в течение около 2 минут. Для того, чтобы все специи начали отдавать свою реакцию грибу. И чтобы там все перемешалось. Все очень просто. Но уксус я буду добавлять в самом конце. Это 9% уксус, разбавлять водой его не нужно. На это количество буквально будет достаточно 2 чайные ложки, либо 1 столовую ложку уксуса. Вот смотрите, я открыл грибы, они у меня немножко темные стали. Так оно и должно быть. Сейчас я вам покажу удивительную сказку. Сказка заключается в том, что в грибы, кстати, надо их обязательно попробовать на соль, потому что потом уже не удастся их засолить. Как и говорил, добавляю столовую ложку уксуса. И у меня грибы начнут сейчас белеть. Теперь дать грибам провариться в течение 2-3 минут.
грибы проварились. Теперь это берем, выкладываем в контейнер. Вся влага нам не нужна, ее здесь достаточно. И охлаждаем. Ребята, и у вас получается просто сумасшедшие грибочки. Весь маринад мне, конечно же, не нужен. Столько, сколько мне нужно, добавил. Друзья мои, как я люблю говорить, вуаля! Грибочки маринованные специально для вас готовы. Приятного аппетита и до новых вкусных встреч на Ивлев Шеф Channel.